Здравствуйте! Сегодня у нас урок, посвященный очень интересной такой штуке, как наслоение акварели. Это базовая техника, которая как раз используется у нас в первом уроке. И сегодня мы ей тоже будем пользоваться, но будем рисовать уже с вами пейзажи. Нам понадобится 3 типсинки. Я их тоже уже подготовила. И красочки сегодня у меня Ван Гог. Кисточка, как всегда, у меня 1,5, серия 1110. Еще раз скажу, что именно этой кисточкой я отрисовываю весь курс. И, в принципе, с этими сериями, кистями этой серии и размером 1,5 я рисую все свои работы. Вот, поэтому нам нужна всегда одна кисточка. Она рисует как и очень тонкие линии, так и какие-то размывки, поэтому нам нужна только одна кисть. Схем в этом уроке не будет, потому что пейзажи вы должны дать немножечко воли своей фантазии, как вам захочется. Первый рисуночек у нас будет с горами и елками. Вот вы должны просто нарисовать свою линию горизонта. Вот, поэтому конкретную схему я не рисую. Смотрите по поводу красочки. Я буду использовать, у кого есть краска индиго, вы используете ее. У кого такой красочки нет, мы сейчас ее будем замешивать. Краска индиго выглядит вот так. Вот, это такой синий-серый цвет. У кого ее нет, вы берете синий цвет. Сразу ее надо побольше. Побольше. Синий. И добавляем черный. Черный добавляем не в таком большом количестве. И можно добавить сюда чуть-чуть какого-то бирюзового или изумрудного. И еще черного. У вас должен получиться какой-то грязный цвет. Вот такой синий, серый, грязный цвет. И первое, что мы делаем, мы его разбавляем до вот такой водички. То есть это такая полупрозрачная водичка, которой мы будем делать первый слой. Типса у меня сейчас полностью покрыта матовым топом. Если вы бафите типсу, то вы должны проверить, чтобы все части были хорошо забафлены. И поехали. Смотрите. Я, во-первых, подготавливаю себе салфеточку, да. Ой, согинала салфеточка, но меня благополучно порвалась. Салфеточка. Набираю. Можно даже еще разбавить. Не отжимаю кисточку. Прям вот она у меня, видите, какая напитанная. И делаю вот такую здесь можно растушевать, можно ничего не трогать, потому что у нас еще будут с вами следующие слои. Нам очень важно создать вот этот рельеф. Какой создадите вы рельеф, мне вы решайте сами. А повторять за мной 100% не надо, потому что, например, клиенты захотят на 2 ручках разные рельефы, поэтому рисуйте, расслабьтесь и делайте те рельефы, которые вам нравятся. Обязательно ждем, пока высохнет у нас предыдущий слой. Набираем. Можно эту же акварель, но я вот здесь разбавляла пожиже. Это у меня чуть-чуть будет понасыщеннее. И поехали. Лишние капли убираем.
Можно докрасить до конца, можно не докрашивать, потому что у нас каждый слой будет темнее и темнее. Сделали. Обязательно ждем, когда высохнет. Пока у нас здесь есть вода, пока у нас акварель бликует, мы делать ничего не можем, иначе у нас все пропадет. Итак, третий слой. Третий слой можно взять насыщенней. Прям в эту лужу вы добавляете более насыщенный цвет. Отступаете. Острее немножко надо сделать. И сразу, девчонки, пока у нас ничего тут не замерзло, хотела я сказать, не засохло, мы это убираем. Обязательно все капельки, которые есть, стягиваем вниз. Капельки вот здесь не оставляем, иначе они засохнут. И там, где засохнет капелька, у вас будет темное пятно. И сейчас мы сделаем с вами четвертый слой. Мы его тоже опустим пониже и сделаем здесь четвертый, самый темный слой. Можно прям, ну не прям темным цветом, но его еще добавить. Вот, смотрите, насколько он темный. Он не должен быть очень прям насыщенный, но он должен быть достаточно темный, потому что мы будем сейчас прорисовывать елочки, мы будем прорисовывать птичек, и вот их как раз будем прорисовывать вот этим самым темным. А вот этим цветом мы с вами и заливаем уже последним цветом обязательно все до конца. При этом, смотрите, у меня здесь остаются разводы. Мы эти разводы, конечно же, должны выпить. Вот так. У нас получилось такой градиентик. На клиенте можно сделать даже просто градиентики, да, такие, не прорисовывать никаких елочек, птичек, как сейчас буду делать, это я. Вот, но мы рисуем с вами пейзажи, поэтому нам нужны будут такие, не так много этих слоев. Когда наш дизайн полностью просох, наша такая заготовочка, мы берем насыщенный цвет, проворачиваем в нем кисть и начинаем рисовать. Первое, что мы делаем, мы с вами рисуем птичек. Обратите внимание, что птичек я буду рисовать не вот так, а вот так. Раз. И из этой же точки рисую вот так. То есть так и вот так. Потому что когда вы начинаете рисовать вот так, у вас получается галочка. Здесь получается жирно, здесь получается тонко. А мы из одной точки рисуем птичку. Буквально парочку птичек. Можно ниже. Это лосинка. И вот здесь. Все, вот так они у нас летят вдаль. И теперь нам осталось сделать елочки. Мы также набираем эту акварель насыщенную. И вот где-то здесь, смотрите, сделали. Вот такими мазочками вот так сделали елочку. Одну вполне хватит на эту целую большую типсину. Можно в середине елочки сделать более темное, поставить туда капельки с кисточки. Вот такая
Композиция у нас готова. Я решила дорисовать в пару к нашему дизайну вторую. Смотрите, когда будете рисовать, принцип абсолютно такой же. Единственное, совмещайте две типсы, и каждый из слоев обязательно смотрите, чтобы он входил и выходил из этой типсы и входил в эту ровно. И что мы делаем еще? Мы с вами немножечко сейчас добавим живости. Что мы делаем? Мы берем и наш цвет разбавляем водичкой, достаточно прозрачно, примерно так же, как мы разбавляли на первый слой. Набираем на кисть и краешком пальца или ногтя брызгаем. Обязательно подкладывайте. Я на клиентах тоже так брызгаю. И добавлю прям 2 брызгульки более темного цвета. Все. Когда это высохнет, смотрите. Если вы вдруг ляпнули, да, вам не нравится, вы можете взять кисточку и выпить. Но я ничего не буду трогать. Все, мне так нравится. Этот же дизайн можно выполнять не на белом, а можно выполнять, например, на каком-то бежевом или кой, который сейчас очень популярен. В общем, на каком-то вот таком более понятном цвете. Это первый дизайн из урока. У нас еще будет 2 дизайна. То есть, по сути, у нас будет 3 типсинки. Но мне захотелось вот этот дизайн сделать на 2 типсинках, чтобы это была такая целая мини-картина. Следующий дизайн из серии пейзажев мы будем рисовать совершенно в другой цветовой гамме. Если этот мы рисовали в холодной, и он у нас был монохромный, то следующий у нас будет очень такой теплый дизайн. Нам понадобится желтый цвет. Нам понадобится оранжевый цвет. Берите тот, который у вас есть. Нам понадобится коричневый цвет. Также берите, какой у вас есть. И чуть-чуть я возьму черного. У меня коричневый слишком теплый какой-то. Вот, смотрите, 3 цвета. Мою хорошо кисть, чтобы ничего не осталось. Проверяю обязательно кисть на отжим, чтобы она у меня оставляла прозрачный след. Все. И поехали. Типсинка также покрыта матовым топом. Разводим желтенький водичкой, так как мы разводили первый слой красочки. И начинаем полностью так. И пока оно мокрое, мы берем оранжевый и вот так его добавляем. Обратите внимание, что пока фон мокрый, он очень хорошо растушевывается. Никаких не остается. Вот видите, он мокрый, он бликует. Не остается никаких разводов. Коричневый. Тоже у нас еще фон мокроватый, он сейчас хорошо коричневый туда войдет. Еще чуть-чуть добавлю черного в коричневый, потому что у меня он, видите, какой светлый. Он у меня еще, видите, коричневый не высох. Не рисуем, ждем. Можно даже вот сюда чуть-чуть поднять. Но сейчас мне уже будет сложнее это сделать. Помою кисть, отожму
И вот так пошлепывая, можно еще раз помыть кисть. Вот так. Все, наш фон готов. Ничего сложного. От того, какой вы оранжевый возьмете, у вас будет, если возьмете вот такой насыщенный, я брала вот такой. Если возьмете очень насыщенный, то, соответственно, будет больше у вас цвета в подложке. И когда наш фон просох, мы берем черный, мы берем коричневый. Создаем такой темно-темно-коричневый цвет. Видите, я когда его расслаиваю, видно, что это не черный. Но нам нужен очень плотный цвет, потому что сейчас мы будем рисовать веточку. Я промакиваю свою кисть. И смотрите, проворачиваю, она со всех сторон тоненькая. Тут есть какая-то волосиночка. Мы ее раз и убрали. Все, со всех сторон у меня кисть абсолютно тонкая. Поэтому, когда вы вытираете вот так... Видите, у вас с одной стороны получается кисть тоненькая, а со второй вот такая, она как лопатка. Поэтому проворачивайте, проверяйте. Если вы не уверены, у вас можно вот так отжать, прям с кисточкой, прям с красочкой вернее. Ставим перпендикулярно и еще раз ставим кисть вертикально. И проводим первую линию. И вторую. Вот такие две линии. Обратите внимание, что они у меня не ровные, но при этом они у меня не вот такие. Будете рисовать вот такие линии, будете перерисовывать. И не вот такие. Не супер прямые, да? Тоже касается, если вы набираете мало краски, и вы делаете вот такую линию, она у вас обрывается, а потом начинаете вот так мне делать, тоже так не нужно делать. Поэтому набирайте сразу, делайте большую лужу. Хорошо промакивайте красочку и уже потом рисуйте. И смотрите, что мы делаем. Вот такие штучки. Обратите внимание, как она у меня аккуратно прикрепилась к веточке. Следующее. Видите, когда кисть не рисует, значит на ней либо засохла краска, либо закончилась. Еще раз набираю, ставлю вертикально. Отвела. Смотрите, насколько аккуратно, девочки, пожалуйста. От того, как вы будете стараться, будет зависеть ваш рисунок. Вот такие, смотрите, штучки я делаю. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, потрудитесь, нарисуйте красивую, не спешите. Не надо рисовать 27 типс. Нарисуйте 2, но красивые. Нарисуйте такие, чтобы они понравились вашим клиентам, чтобы вы сами были довольны. Это же не сложно. Так. Обязательно аккуратненько прикрепляйте их к... Вот эти штучки прикрепляйте к веточкам. Так. И чем ниже веточка, тем больше на ней аккуратненько. Обратите внимание. Очень важно. Теперь смотрите, если у вас не получается, вы можете ваш фон перекрыть топом матовым и уже по матовому топу рисовать. Тогда у вас будет возможность, если что, подтереть свой дизайн. Но при этом фон останется нетронутый. Вот так.
Если я бы это рисовала черным, то у меня бы слишком выделялись эти веточки. А так как я черный смешала с коричневым, который у меня есть также в моей палитре, то смотрится все это замечательно. Если кисточка не рисует, на нее не надо давить. Значит, надо добавить водички, развести красочку, еще раз прокрутить кисточку. Это очень важно. Так, следующая веточка. Аккуратно их прикрепляем. Не буду я захламлять вот это сейчас. Вот отсюда выведу какую-то веточку. Вот так. Можно где-то повытягивать волосиночки. Затемнить начало. Все, хватит. Смотрите, что я еще сделаю. Я затемню самый край типсы. Вот здесь, чтобы мне не было видно, откуда выходит веточка. Так. Помыла, отжимаю. И также потаптывающими движениями заполняю. Теперь смотрите, мы также, для того, чтобы объединить наши дизайны, мы возьмем оранжевый, разведем его водичкой и побрызгаем. Так, не брызгает, значит мало водички. И можно чуть-чуть побрызгать коричневым. Развожу водичкой. Буквально чуть-чуть. И даю посмотреть. Смотрите. Тоже не нужно перебарщивать с каплями, потому что будет грязновато. А вот так вот, по-моему, очень даже симпатично. А в конце урока я расскажу, как закреплять такие дизайны, у которых очень много акварели на торце. Тоже ничего сложного, хорошо они носятся, чуть-чуть маленький нюанс есть. И третий пейзаж, который мы с вами будем рисовать, тоже его можно рисовать на двух типсах, можно на одной типсинке. Я подготовила две. Какие цвета нам понадобятся? Нам понадобится фиолетовый, розовый и немножечко какого-то такого сине-голубого. И поехали. У нас будет водичка здесь, но нам сейчас надо будет все закрасить цветом. Я буду сначала делать на одной типсинке. Розовый. Теперь синий. И теперь пока сырая типса, чистой кисточкой я убираю все эти капли лишние. Вот такая. И то же самое делаю для второй. Вот так делаю, смотрите.
Так, помыла кисточку. Мокрой кисточкой развожу. Добавляю розовый. Чуть-чуть фиолетового. Голубого. И розового. Теперь мою кисточку. Отжимаю. И все это хорошо растушевываю. Плюс убираю капли. Лишние. Какая-то волосина прилипла. Мы ее уберем. Вот она. Вот такие подложки у нас получаются. Если они получаются неровные, ну, то есть вот это у меня более фиолетовая, это более розовая, ничего страшного. Никакого в этом преступления нет. Мы их сейчас уравновесим горизонтом. Мы их сейчас уравновесим веточками, которые у нас будут на переднем плане. Поэтому главное, чтобы это был одинаковая подборка цвета. Дожидаемся, пока высохнет. И теперь берем черный. Черный. И будем делать сейчас с вами горизонт. И будем делать бережка. Смотрите, начинаем где-то 1/3. Помыли кисть, отжали. Видите, как я горизонт делаю? Еще раз, смотрите. Сделала, помыла кисть, отжала. И теперь остаточками нашего черно-серого цвета дотягиваю. Вот тут мы делаем бугорочек, который тоже входит в горизонт. Краешек полностью закрашиваю. Можно помыть кисть чуть-чуть серым. Вот так дорастянуть. Со второй стороны я так делать не буду. Не надо так делать. Можно просто вот так вытянуть. Также помыть кисть, отжать. Только не оставлять... Ой, не оставлять вот такой тупой, как у меня здесь, вот так. Вот, смотрите. Обязательно типсы сравниваем. Смотрите, я всегда сравниваю по вот этим уголочкам, для того, чтобы мне ничего никуда не уехало. Вот здесь еще можно бугорочек побольше сделать, чисто черным. И, например, вот тут тоже отросточек какой-то сделать, такой вот побольше. Кажется, это типсы чуть длиннее, но это из-за того, что у нее обозначен край. И теперь рисуем. Еще раз повторяю, девчонки, если вы не уверены, вы можете перекрыть ваш фон топом без липкого слоя матовым. И уже по матовому топу рисовать и горизонт, и все остальное. Начинаем рисовать наши веточки. Черный. Проворачиваю кисточку, отжимаю вместе с красочкой. Проверяю, чтобы кончик со всех сторон был тоненький. Поехали. Кисточку держим вертикально. Уводим вот сюда. Можно нарисовать сначала этих линий, но все наши веточки должны уходить в край.
Обязательно их надо рисовать вот такими, немножечко, эту сюда, не надо рисовать штакетник, столбы, которые будут абсолютно одинаковыми. Это не очень хорошо смотрится и не по-природному. Знаете, чем природа нас иногда удивляет, что иногда бывают очень сильно кривые какие-то ветки, но при этом они очень круто смотрятся. Вот так. Пока хватит. Что я делаю? Я набираю черный на самый краешек. И делаю вот такие штучечки. Сейчас я приближу и посмотрите поближе. Смотрите. Кисточка. По двум краям. И обязательно вытягиваю хвостик. Еще раз. Смотрите, я набрала акварели, отжала вместе с акварелькой. И обязательно тонкий кончик. Раз, вытянула. Чуть побольше. Дальше. Эту положу. Потому что две держать сразу не очень удобно. По краям. И раз. И тонкий кончик вытянула. Не спешите, рисуйте вдумчиво, проверяйте вашу кисточку на краску. Ваш клиент, поверьте мне, отблагодарит вас восторгом, если вы никуда не будете спешить, а будете вдумчиво рисовать. Клиент будет счастлив, и вы поймете, что любой клиент готов сидеть на 10-15 минут дольше, но при этом выйти с офигенными ногтями, которые он покажет подружке, знакомой, там, я не знаю, покажет всем, и они будут в восторге. Вот такая штука у нас получается. И теперь нам нужно нарисовать листики, пририсовать листики к нашей травке. Также черный. Проворачиваю там кисть. Отжимаю кисть вместе с красочкой. И смотрите, нажимаю, притуляю. Аккуратненько нужно вот здесь все это дело присоединять. Кисточку обязательно держим вертикально, иначе она начнет вам рисовать очень большие линии. Работаем только кончиком. Еще раз показываю, смотрите. Когда вы работаете кончиком, то у вас работает, смотрите, только кончик. Как только вы наклоняете кисть, у вас начинает работать и кончик, и пузико. Поэтому кисть держим вертикально. Вот здесь. Проверяем. И теперь нам нужно в нижней части сделать травку. Также набираю на кисть, переворачиваю типсинку. Обязательно мизинец у меня упирается. И из нижнего краешка вот такую, обратите внимание, запутанную делаю травку. Работает только самый-самый кончик.
Можно какие-то вот такие травульки оставить. И то же самое делаем здесь. Мало воды у меня осталось в краске. Проворачиваю, отжимаю. Вот так. И вот эти штучки, которые я там делала. Проверяем. И можно сюда немножко добавить такой неряшливости. Смотрите. Мы набираем фиолетовый. Довольно жиденько. И будем делать такие что-то типа тучек. Смотрите. Все, хватит. Можно даже фиолетовый еще больше разбавить. И чуть-чуть подотжать. Что-то типа... Вот так. И сверху я, конечно же, чуть-чуть побрызгаю. Если тучки я делала сиреневые, фиолетовые, значит, брызгать я буду розовым. Берем розовый, разводим. Очень так жидко. Кисточка должна набраться воды. Смотрите, какая она у меня такая толстенькая. Вот здесь очень много у меня капель получилось. Что я делаю? Я их быстренько выпиваю. Тут не очень много, поэтому на эту типсинку я могу еще побрызгать. Можно взять розовый чуть насыщеннее. Так, я, наверное, отодвину. И прям тоже на одной из типс попало больше. Я прям беру чистую кисточку и выпиваю. Вот так. Все, на этом мы заканчиваем. Можно даже вот так. Все. На этом мы заканчиваем. И смотрите, что мне от вас надо. Мне от вас надо 3 пейзажа. Я все 3 пейзажа нарисовала повторно, чтобы на фотографии у меня был вот так. Была красивая фотография, для вас, я тоже думаю, она не помешает. Теперь по поводу, как мы это закрепляем. Смотрите, вы нарисовали на клиенте это все. Дальше вы берете какую-то вот такую пилочку. Она у меня специально для типс. Такая страшненькая. И торец аккуратненько подпилили на клиенте. Дальше вам нужен будет бескислотный праймер. Я не уверена, что я сейчас его найду. Так, ну, давайте я покажу. Смотрите, как будто это у нас бескислотный праймер. На самом деле это топ без липкого слоя. Вы берете и по краешку вот так, по краешку проходитесь бескислотником, вот где я прошлась, на одной и на второй там ручки, пальчики, там, где у нас торец. Если вы очень боитесь, вы можете по всему рисунку пройтись бескислотным праймером и дальше его закрепить так, как я вам рассказывала. Только бескислотничек надо хотя бы
20-30 секундочек, чтобы он побыл на воздухе. И потом уже перекрывать. На типсинге я просто просушила и перекрываю топом без липкости. Проверяю при этом, чтобы не было никаких ворсинок, волосинок и прочей. Все проверила и ставлю сушить. От вас, девчонки, 3. Давайте не 3, давайте 2 пейзажа, чтобы я вас не забучила. 2 любых пейзажа, то есть 2 любые типсы. Но что это значит? Это не значит, что вы мне вот так сдаете. Или вот так. Это значит, что вы мне или так сдаете, или ту, которая у меня сушится. То есть 2 разных пейзажа. Но, конечно, все от вас зависит. Чем больше вы отрисуете, тем круче будете в итоге рисовать. Поэтому напоминаю, что фото в квадратном виде с подписью Инстаграма. И вдохновения вам!